Привет всем! Недавно я прочитала вот такую вот толстую книгу. Она называется «Дневник учительницы воскресной школы», и написала ее Эмилия Кислинская-Вахтерова. Эмилия Кислинская была российской просветительницей конца 19-го, начала 20 века. Она организовывала бесплатные воскресные школы, была там учительницей, а также боролась за свободу образования в Российской империи. Конечно же, не считая каких-либо специализированных училищ и школ для аристократии, для богатых людей, бедным людям, крестьянам было трудно получить общее образование. Образование было необязательным и платным, но если у семьи были деньги, чтобы заплатить за начальное образование, то существовали школы, в которые принимались ученики вне зависимости от их сословной принадлежности. Именно поэтому из-за недоступности бесплатного образования и были организованными различными благотворительными организациями и просветителями воскресные школы. Воскресные школы называются воскресные, так как занятия в этих школах проводились в воскресенье. Воскресенье – это единственный выходной день в то время. Открывались подобные школы в городах и в деревнях, и обучались там как дети, так и взрослые. Организовать подобную воскресную школу можно было лишь только согласие государства, которое не спешило в этом деле помогать и, наоборот, препятствовало этому. Например, открытие школы в Тамбове у Эмилии Кислинской заняло почти год. В подобных школах разрешалось учить только нескольким вещам: чтению, письму, арифметике, пению, черчению и закону Божьему. Например, такие предметы, как география, биология, история, были категорически запрещены. А теперь к тексту, который я для вас составила. Дневники Эмилии можно прочитать целиком, если вы желаете. Я оставлю ссылку в описании к этому видео. Созданный текст я разделила на 3 части. После каждой части я предлагаю вам ответить на вопросы, которые появятся на экране. У них не будет вариантов ответа, я предлагаю вам вслух самому себе сказать ответы на них. Этот текст довольно сложный, поэтому если вы только начинаете русский язык, то я советую вам прочитать текст вместе со мной, так как он будет на экране. И также я оставлю вам перевод в субтитрах. Но если вы уже уверены, что вы можете понимать достаточно сложные тексты, то, конечно же, используйте это видео как ваше аудирование. Вопросы будут после звукового сигнала. В тексте вам встретится слово «кончил школу», но в современном русском это уже не считается нормой. Школу можно закончить школу, закончить университет, закончить образовательный курс, закончить свое образование. Только этот глагол теперь используется. Теперь начинаем. 3 сентября школа открылась при 12 учениках. Все первое воскресенье прошло в проверке знаний поступивших. Подготовка оказалась очень разнообразная. Кто кончил только что, кто кончил давно, кто учился дома, кто теперь учится в 1, 2, 3 классе. Распределение на группы безграмотных, полуграмотных и хорошо грамотных, как предполагалось раньше, оказалось возможным только для виду. Каждая группа, в свою очередь, распадается на несколько групп, с которыми надо вести особые занятия. По возрасту, по развитию также разнообразие большое. И мальчик 9 лет, и парень 21 года. А в старшем отделении самоучка-солдат 28 лет и только что кончивший народную школу 12-летний мальчик. В первое воскресенье занятия кончились раньше 3 за час. Были розданы книги для чтения, на которые набросились с большим удовольствием, рассматривали их, читали заглавия. Некоторые книги оказались известными, особенно народные издания Толстого. Брали книги с большим удовольствием. Многие очень наивно брали книжку потолще, говоря, что тоненькую в полчаса прочтут. Иные просили выбрать позанятнее
и почти все просили не одну, а несколько. На уроке по поводу слова «железо» в статье была небольшая беседа об этом металле. Показывалась железная руда, картинка рудника, половина печи. Все это слушалось с большим интересом. В перемену мальчики выражали свое удовольствие ходить в школу, говорили, что им очень нравится, что они непременно будут ходить каждый раз. Очень обрадовались, когда узнали, что будет пение, и просили устроить также и черчение. Многие спрашивали, не будет ли школы для девочек, что у них есть сестры, которые хотели бы учиться. А когда я думала открыть женскую школу, мне говорили, что она будет пуста. Были ученики, которые не пропускали ни одного урока, слушали внимательно и с интересом, сознательно выбирали себе чтение и просили даже задавать им уроки на дом. Затем трое юношей из ремесленного училища стали ходить ко мне на дом, по вечерам заниматься частным образом. Одному надо составить список книг для чтения, другой просит учебник географии, которого как предмета нет еще в нашей школе, третий интересуется, когда будут публичные народные чтения. Простота отношений у нас полная. Может быть, оно и худо, но дисциплины у нас никакой нет. Урок начинается и кончается по нашему усмотрению. Ученики при входе учительницы не встают, в классе не мертвая тишина, все хотят отвечать. Это иногда мешает, иногда и запрещается, но это способствует оживлению урока. Впрочем, в старшем отделении всегда очень тихо. Перед Рождеством у нас опять было человек до 30. На второй день праздника устроили елку, ухлопав на нее не только все бывшее в классе, но и задолжав. Зато праздник удался. Елка была очень красива, украшена незатейливыми бумажными цепями, цветами, разноцветными бумажными мешками, в которые были положены лакомства. Каждому школьнику, кроме мешка с гостинцами, яблок, коробочки с леденцами и расписного пряника, давался еще и недорогой подарок. Кому перочинный нож, кому пенал, кому книжка. Одному взрослому безграмотному досталась кружка для чая, и как он был доволен. Вообще все были веселы, ходили вокруг елки, рассматривали, говорили что-то, перебивая друг друга. Часов 9, когда уже елка догорела, и все с нее было снято, все разошлись, довольные и веселые. Большое спасибо, что были со мной. Если вам нравятся подобные видео, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях, поставьте лайк, чтобы я знала, что такими видео кто-то интересуется, и тогда я буду делать их почаще. Спасибо большое, пока!